Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем разговаривать про одну из самых востребованных и распространенных тем, но в то же время одну из самых замалчиваемых. И это запор. Если вы стали замечать, что стул стал не ежедневный, он сам по себе болезненный, и если рассматривать по текстуре кал, то он такой суховатый, комковатый, и вы не знаете, что с этим делать, то это видео точно для вас. Мы разберем, что такое запор с физиологической точки зрения и как правильно оценить его по Бристольской шкале стула. Конечно же, разберем, какие причины бывают у запоров, то есть почему они возникают и почему важно их не игнорировать. И, конечно же, как в любом своем видео, я дам вам конкретные шаги, чтобы вы могли уже сегодня начать изменять ситуацию к лучшему. Также я составила для вас шпаргалку, где есть список анализов, которые необходимо сдать, если у вас нет ежедневного стула. Что же такое запор и как понять, что это действительно он? Изначально стоит отметить, что запор это не просто редкий стул, а это комплекс симптомов, на которые, к сожалению, часто не обращается внимания. Это менее 3 дефекаций в неделю. Это такой по текстуре комковатый, сухой стул, твердый, который достаточно болезненно выводится. Это дискомфорт и вздутие живота. Это очень часто ощущение неполного опорожнения кишечника. То есть, казалось бы, вы сходили в туалет, но нету чувства удовлетворения, что все вышло. Также здесь нужно отметить важный момент. Не путайте, пожалуйста, запор с какими-то разовыми задержками. То есть такое может быть, да, то есть мы отсматриваем, что мы ели вчера, да, и что было в нашем рационе, и тогда можем получить ответ. Если же эта ситуация повторяется часто, то тогда это действительно сигнал нашего организма, что внутри есть проблемы. Есть Бристольская шкала стула, она очень удобная, то есть она помогает визуально оценить стул. То есть есть различные виды типов стула, по которым мы можем ориентироваться. В этой шкале 7 типов стула, но нас сегодня интересует только тип 1 и тип 2. Про жирный стул я уже рассказывала в своем прошлом видео, здесь прикреплю подсказку, но про остальные будем разбираться дальше тоже более подробно про каждый. К первому типу относится такой мелкий твердый кал, то есть такие отдельные, как орешки. Это такой очень запор, то есть у вас, если регулярно такой тип, то это безусловно сигнал организма. Тип номер 2 это когда кал такой комковатный, но плотный, имеет такую форму колбаски, но с трещинами. Такой тип кала тоже относится к виду запора. То есть, как вы понимаете, запор это не полное отсутствие стула, это вот и первый тип, и второй тип, это все виды запора. Также, чтобы вы понимали, какой вид кала вообще-то считается нормальным. То есть мы подразумеваем здесь тип 3 и тип 4. Если кал типа 3, то это такая колбаска с трещинами, но мы подразумеваем, что это нормальный вариант. Тип 4 это такая колбаска гладкая, мягкая, то есть тоже такой вид идеального стула. Если рассматривать основные причины запора, то основными базовыми и фундаментальными будут причины, которые относятся к питанию и к вашему образу жизни. То есть, если вы пьете недостаточно воды, если в вашем рационе недостаточно клетчатки, то изначально говорить о регулярном ежедневном стуле точно не стоит. Я уже многократно говорила о том, насколько нашему организму нужна вода и клетчатка, поэтому все наши основные жидкости, та же желчь, она состоит во многом именно из воды, и если у нас изначально не хватает жидкости в организме, то откуда там взяться увлажненному калу? Также, если вы не употребляете салаты, если у вас нет клетчатки, каким образом у вас через кишечник это будет легко проходить, потому что клетчатка всегда будет выступать в форме губки. Губка, которая движется по кишечнику и проталкивает каловые массы. Если этой помощи нет, соответственно, вот здесь и застаивается кал, здесь появляются неприятные ощущения, вот такой забитый кишечник. Следующий очень важный момент, который касается образа жизни, это, собственно, малоподвижный образ жизни. Когда вы постоянно сидите, неважно, в работе, либо вы дома перед телевизором сидите, когда вы мало двигаетесь, я уже не говорю про каких-то 10 тысяч шагов, то есть это база сама по себе. Если этого не случается, то это напрямую влияет на моторику вашего кишечника, на моторику, как сокращается ваш желчный, ну, соответственно, на всю систему пищеварения. Каким образом там будет качественно проталкиваться кал? Никаким. При том, что если мы еще и подключим сюда первый пункт, если он сам по себе сухой, он плохо проталкивается, ну, собственно, вот ежедневного стула у нас уже здесь нет.
Если переходить к следующей причине, то, конечно же, это стресс и такое нерегулярное питание. То есть, если мы касаемся стресса, то, конечно, психоэмоциональное наше состояние тоже напрямую влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта, на кишечника в частности. Если мы в стрессе, ну какой там акт дефекации, да, соответственно, здесь все спазмируется, мы находимся в режиме чрезвычайной ситуации. Нам в туалет, ну точно не нужно, чтобы выжить. Поэтому со стрессом здесь тоже очень важно работать. Здесь, безусловно, и сон, и в целом весь образ жизни тоже влияет. Я не говорю сейчас о том, что нужно жить в какой-то изоляции и никак не подвергаться стрессам. Нужно просто учиться справляться с этими стрессорами. Если рассматривать нерегулярное питание, то есть когда у вас есть четкий режим завтрака, обеда, ужина, да, если он там показан перекус, то перекус, когда у вас в определенное время все эти приемы пищи есть, когда у вас с водой все отлично, когда вы примерно в одно время ложитесь спать, когда в одно время встаете, у вашего организма и акт дефекации тоже будет уже идти по расписанию. Я думаю, многие уже замечали, что у кого этот режим более-менее выстроен, очень часто именно ежедневный утренний стул происходит либо до завтрака, либо после завтрака. И так продолжается изо дня в день. То есть акты дефекации будут тоже работать как часы. Ну, конечно же, одной водой и клетчаткой, да, и отсутствием стресса дело может не повернуться кардинально, то есть все равно могут быть какие-то нарушения. И, конечно же, здесь мы должны посмотреть внутрь, то есть, допустим, нарушение микрофлоры кишечника и синдром раздраженного кишечника будет очень сильно влиять на работу кишечника. То есть, как бы вы здесь воду не пили, как бы с питанием у вас не было хорошо, все равно будут какие-то моменты, которые будут способствовать задержке стула. То есть, здесь все равно нужно посмотреть на микробиоту, в каком она количественном и качественном составе, насколько хорошо она работает. То есть, эти моменты мы тоже обязательно должны учитывать. То есть, я, конечно же, тоже не говорю, что вода и клетчатка являются какой-то волшебной таблеткой. Это безусловно, да, в совокупности с движением золотой стандарт, но это не все. То есть мы все-таки целостная система, и нужно учитывать, что у каждого человека есть какие-то свои заболевания. Даже прием каких-то лекарственных препаратов может влиять на количество и качество стула. Как я сказала, есть индивидуальные особенности здоровья человека, так и мы учитываем возрастные особенности. Если мы рассматриваем женщин в период менопаузы, то есть это гормональные изменения, которые тоже влияют на стул. Если мы рассматриваем возрастные изменения более пожилых людей, то здесь, соответственно, тоже происходит ситуация, когда перистальтика сама по себе снижается. То есть если вы никак ее не поддерживаете, то чисто физиологически перистальтика будет свою активность снижать. Ну и если более точечно коснуться заболеваний, то, безусловно, они в той или иной степени тоже будут влиять. Допустим, сахарный диабет, либо какие-то другие заболевания пищеварительной системы в той или иной степени будут где-то подтормаживать качественный процесс дефекации. То есть здесь тоже важно увидеть, где именно вот это торможение происходит, там отрегулировать, чтобы вся эта система начала работать. Почему вообще нужно обращать внимание на запор? Ну, есть он и есть, но приму какое-то лекарство, да, приму таблетку слабительную. И если в целом рассматривать по тип 1, да, по шкале, либо тип 2, ну и не такой уж это и запор, как будто. Кто-то вообще, даже не кто-то, в большинстве людей не видят это как запор. То есть это просто обычный стул, который и так происходит в целом всегда, и ничего здесь особенного нет. Зачем же вообще обращать на него внимание и что-то с этим делать? Мне хочется донести до вас такой смысл, что это все-таки серьезный сигнал организма, когда такой стул повторяется у вас постоянно, регулярно, есть у вас такая проблема. Это отчетливый сигнал пищеварительной системы всей в целом, что есть какой-то сбой, какая-то нагрузка, какое-то торможение. То есть если с этим сейчас ничего не предпринимать, соответственно, это через какое-то время будет приводить уже к другим последствиям. То есть я всегда говорю, пожалуйста, не затягивайте, если вы сейчас поняли, что да, это есть, постарайтесь по максимуму что-то применить и улучшить ситуацию уже сегодня. Ну, к шагам мы с вами немножко позже перейдем. Хотелось бы рассказать, а что вообще-то может быть. Одно из самых частых, что я вижу в своей работе, это развитие геморроя и анальных трещин. Потому что когда кал сухой, такой плотный, комковатый, соответственно, когда он проходит, он повреждает слизистую толстого кишечника и, соответственно, происходят вот эти микротрещины.
И еще ни разу я не сталкивалась с тем, что вот при общении на консультациях, либо при заполнении анкеты человек сказал, ну вот у меня есть геморрой, есть там кровь в кале, да, вот эта болезненность, ну и как бы расширение вен, ну как бы и ладно. Нет, ни разу такого не было, это всегда отмечается и хочется от этого избавиться, потому что это очень сильно снижает качество жизни и, безусловно, требует корректировки и лечения. Следующее, что можно часто встречать, это накопление токсинов. То есть вы понимаете, да, то есть кал собран, так скажем, из отходов производства каждого человека. И, соответственно, там всегда есть какие-то вещества, скажем, токсины, которые чисто физиологически должны очень быстро покинуть наш организм. То есть они ни в коем случае не должны задерживаться, потому что когда каловая масса задерживается, то вот эти токсические вещества из этой массы попадают в слизистую и, соответственно, в кровь. И здесь мы можем видеть головные боли, плохое настроение, какие-то высыпания, сон плохой. То есть вы находитесь в постоянной такой системной токсической нагрузке. Также мы ни в коем случае не должны игнорировать запор, потому что это будет всегда мешать качественному всасыванию полезных веществ и витаминов. Потому что такая задержка кала, она является следствием некачественной работы желудочно-кишечного тракта. Если у нас там есть некачественная работа, это всегда напрямую будет влиять на всасывание этих полезных веществ. Ну и, конечно же, ни для кого уже сейчас не секрет, что это в дальнейшем приводит к достаточно серьезным заболеваниям. То есть не обращать внимания сейчас на такой сигнал организма, это означает, что вы повышаете риск не только онкологических заболеваний, например, риск дивертикулеза, то есть это образование таких мешочков на стенках кишечника, других заболеваний, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть вы, я думаю, уже поняли, что когда вот этот кирпичик, да, вот это звено качественно не работает, он подтягивает к себе абсолютно другие тоже нарушения и последствия. Если говорить про похудение, про метаболизм, это тоже напрямую связано. Если вы хотите похудеть, снизить вес, то таким образом это не происходит, у вас просто наоборот здесь все застаивается, и к похудению это никак, конечно же, не ведет. Поэтому первое, что нужно делать при желании похудеть, это разобраться со своей пищеварительной системой. Также я хочу отметить, что происходит общее ухудшение качества жизни. То, что я вот часто слышу, что это иногда неспособность куда-то выдвинуться, то есть куда-то съездить. Постоянное чувство дискомфорта и боли, они очень сильно снижают качество жизни. Поэтому если вы сейчас на начальном этапе и только-только это начинается, просто помните о том, что с каждым годом, да, с каждым месяцем это будет ухудшаться. И когда я перечисляю вот всегда вот так причины, то на практике в жизни оказывается это не одна причина. То есть, как правило, это клубок из различных комбинаций причин. Начинаем с какой-то одной, разматываем это все, смотрим по анализам, и только тогда можно решить этот вопрос. Теперь, когда мы уже разобрались с причинами, с возможными, когда мы уже поняли, что точно откладывать нельзя, когда мы поняли, что какой тип кала действительно является запором, какой является нормой, давайте переходить к конкретным шагам, которые можно предпринять уже сегодня. И шагом номер 0 я всегда отмечаю сдачу анализов, то есть без этого, конечно же, никак. Под себя конкретно нужно посмотреть и подобрать, то есть увидеть эту причину по анализам. Я подготовила для вас список, такую шпаргалку со списком анализов, где вы можете просто взять ее и отправить в лабораторию, и сдать, и посмотреть, собственно, на себя изнутри. Эту шпаргалку, как всегда, я оставляю в своем телеграм-канале, он абсолютно бесплатный. Ссылка в описании под этим видео, переходите, применяйте, пересылайте своим знакомым, у кого есть такая проблема, своим близким, родным, потому что это очень важно, да, как мы с вами сейчас уже проговорили. И шаг номер 1. Да, как уже мы тоже понимаем из предыдущих причин, пейте достаточное количество воды, учитывая свои индивидуальные особенности противопоказания применения лекарственных препаратов. Но вы должны четко отрегулировать этот баланс, чтобы вы понимали, что если вы пьете столько, это мало, если вы пьете больше, это для вас окей. То есть у вас сразу все становится лучше. То есть это основа мягкого и регулярного стула. Без воды никак. Чай, кофе и так далее, супы – это не вода. Я говорю сейчас просто про чистую воду. Во-вторых, добавляем клетчатку, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена льна, к примеру. То есть в вашем рационе всегда должна быть добавлена клетчатка. Абсолютно всегда каждый прием пищи.
вводим это как привычку. Не забываем, ставим куда-то на видное место, допустим, те же семена, и постоянно добавляем. В-третьих, регулярная физическая активность. Не говорю я сейчас про какие-то силовые в тренажерном зале, про забеги на стадионе и так далее. Просто 20-30 минут ходьбы, поприседали, встали, руками помахали, какая-то зарядка с утра, все, уже классно. В-четвертых, установите режим питания конкретно под себя. Не пропускайте завтраки, обеды, ужины, не перекусывайте поздно, чтобы не нагружать свой желудочно-кишечный тракт тяжелыми продуктами. Дайте ему время на восстановление. Обязательно придерживайтесь этого плана именно регулярно. То есть у вас вот должна быть эта вот регулярность, как в санатории, как в детском садике. Вот четкость и режим. Это не какие-то дефицитные диеты, это не куриная грудка с гречкой и огурчиком. Это хороший, полноценный, сбалансированный прием пищи, чтобы вы испытывали и насыщение, и удовольствие от приемов пищи, чтобы вам просто не нужно было постоянно ходить и кусочничать. То есть, конечно же, это все подобрано индивидуально под вас, под ваши заболевания, состояние, образ жизни, аллергические реакции. Но если вы не знаете, с чего начать, но очень хочется начать уже сегодня, помимо тех шагов, что я перечислила, то есть я часто встречаю, что нет, допустим, времени, возможности сейчас отправиться сдать анализы, но есть сильное желание начать что-то именно сейчас. И я приготовила свое авторское меню, назвала его «Обновление за 14 дней», и именно оно просто точечно через 7-10 дней уже возвращает ежедневный стул. Оно вот про все, что я сейчас говорила, вот это вот разнообразие, легкость применения, то есть это обычные продукты из обычного сетевого магазина у дома, но сгруппированы таким образом, чтобы у вас все эти пункты соблюдались, чтобы это был сбалансированный, полноценный прием пищи, чтобы это было вкусно, сытно, понятно и просто в приготовлении. То есть вот такое меню я специально составила, потому что я как раз в телеграм-канале спрашивала, и был как раз на это отклик, вот подобрала, все сделала. Можно его забирать в описании под этим видео, будет ссылка, переходите, применяйте. Ну и, конечно же, следите за своим эмоциональным состоянием. Да, мы с вами проговорили это выше, но старайтесь использовать какие-то дыхательные упражнения, попробуйте просто выйти погулять, отслеживайте вот эту саму по себе реакцию, когда вы чувствуете, что вот стресс пришел, да, что вот это на вас упало, и находите способы, инструментов, которые, опять же, подходят конкретно вам, выйти на свежий воздух, подышать, прогуляться, попить воды, выпить травяной чай. У каждого что-то свое, но старайтесь научить себя работать со стрессом. То есть вы будете теперь понимать значимость стресса на организм и автоматически включайте привычку, так скажем, управлять этим. Надеюсь, у меня получилось вам донести, что запор это не просто запор, и вот он как бы есть, ничего с этим делать не нужно. Запор это серьезный сигнал от вашего организма, от вашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому я и готовлю такие видео, чтобы вы могли заранее, вот да, как бы по бристольской шкале увидеть, что да, там что-то есть такое, это что-то про меня, и уже сегодня начать это менять, чтобы вы не доносили это, не доводили до каких-то серьезных заболеваний. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите разобраться индивидуально, подобрать вам индивидуально план и режим питания, справиться со своими симптомами, заболеваниями, проявлениями и достичь своей цели, я, конечно же, буду всегда рада вам помочь. Записаться ко мне на консультацию тоже можно по ссылке в описании. А я благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующих и будьте здоровы!